название эта машина получила от одноименного города в американском штате Нью-Мехико. Сейчас там тепло, а у нас за окном 20-градусные морозы. Впрочем, этому автомобилю лютая русская зима нипочем. Похоже, он прекрасно себя чувствует во всех климатических поясах. Доступный и неприхотливый в обслуживании, компактный кроссовер Hyundai сделал себе имя в США. Санта-Фе, начиная с 2000 года, расходился за океаном многотысячными тиражами. Значок корейского производителя больше не воспринимается как жалкая пародия Honda. Причем автомобильная продукция из страны утренней свежести во многом превзошла тех, на кого она когда-то равнялась. Санта-Фе – отличный тому пример. Его третье поколение дебютировало на салоне в Нью-Йорке, оставив у посетителей очень приятное впечатление. Но как поведет себя этот кроссовер на наших тестах? Проверим! У нас машина в комплектации хай-тек. Под капотом бензиновый двигатель 2,4 литра, шестиступенчатый автомат и подключаемый полный привод. Пожалуй, такая комбинация будет самой популярной в нашей стране. На выбор есть дизельный мотор 2.2 мощностью 197 лошадей. Кстати, полный привод в самой простой комплектации с такой установкой будет недоступен. А вот цены вызывают немало сомнений. В нашей комплектации 1 миллион 700 тысяч рублей. Сразу возникает вопрос, а почему бы за эту сумму не взять вместо модного паркетника настоящий добротный внедорожник? Так поступил Антон, участник клуба 4×4. Привет! Привет, Настя. Привезла тебя на тест обновленный Санта-Фе. Как? Интересная машина, но Freelander в этом классе будет проходимый. Знаешь, этот тест и покажет, наш Санта-Фе тоже не пром. Посмотрим, но на всякий случай я привез с собой подмогу. Да ладно. Посмотри. Ничего себе! Так это же Дмитрий. Дима, привет! Ты снова с нами. Привет, Настя. Для теста такого класса машин, как у вас, такой внедорожник, как у меня, может быть полезен. Мне кажется, твоя помощь нам сегодня не должна пригодиться. Посмотрим, я буду следить за вами. Поехали. Поехали. 175 лошадиных сил. Цифра неплохая. Но, несмотря на агрессивный облик автомобиля и 19-е литые диски, спортивный характер оказался не более чем уловкой маркетологов. Нельзя сказать, что мощности мотора не хватает, но в то же время для динамичного разгона двигатель нужно постоянно держать на высоких оборотах. В общем, шума много, а толку мало. Пожалуй, дизельная версия в этом плане была бы поинтереснее. Зато расход топлива держался в пределах 12 литров на сотню. И это при довольно активной езде в 20-градусные морозы. Оху-ху. Антон, я уже черканула днищем. Сказывается маленький дорожный просвет. Ты пытаешься идти не по колее, а по бровке колеи. Хотя с виду просвет твоей машины кажется не таким и маленьким. Но они вообще по габаритам практически одинаковые. Ну, Hyundai, он как-то потолще, кажется. Помощнее, да, даже со стороны? Ну, потолще точно, помощнее не уверен. По сравнению с предыдущим поколением, Санта-Фе стал длиннее, шире и ниже. Управлять автомобилем стало приятнее, по крайней мере, в городе. При нормальных дорожных условиях машина ведет себя как переднеприводная. Ну а если того требует ситуация, момент передается на задние колеса. Решение принимает сама электроника. Когда садишься сюда, удивляешься, как за 10 лет изменились корейские автомобили. Мягкий пластик, перфорированная кожа, цветные дисплеи. Руль фиксируется в любом положении. Сиденье с функцией памяти, карбон.
Причем интерьер получился не только эффектным, но и функциональным. Если в той же Элантре эргономика пошла в ущерб дизайну, то здесь никаких компромиссов. Кнопки на своих местах, к управлению привыкаешь за считанные минуты. Это первое испытание. Попробуем залезть на глиняную горку. Тут просто Альпы. Едем, 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 едем. Ай. Прям как по сердцу. Почему остановился? Да тут тупик. Тупик или твой фрилендер не может проехать дальше? Нет, тут просто закончилась дорога. Ну давай обратно тогда. Поехали. Спереди большой бардачок, дверные карманы, в подлокотнике места достаточно, несколько ниш для всяких мелочей, USB. Кстати, тянуться до прикуривателя неудобно. А может быть, оно и к лучшему. Бросайте курить. Я сейчас тебя догоню. Попробуй. Что за звук? Ой-ой, у меня какой-то звук жуткий. Сейчас посмотрим, наверное, колесо на что-то наехал. Ты наехал на пенек. А трос-то у тебя есть? А трос есть, знаешь, у кого? У Димы. Дим, ты нас слышишь? Прием, я вас слышу. Но я же вам говорил, что я пригожусь. Слушай, да как будто бы ничего не было. Ты настоящий друг. Обращайтесь, всегда готов помочь. Ценник у машин почти одинаковый. Технические характеристики и опции тоже во многом совпадают. А почему все-таки говорят, что Hyundai хорошие машины не назовут? Ну, я думаю, что это неправда. Машина становится лучше каждый год, и видно и по дизайну, и по качеству. Дизайн интересный вполне. Ну, на любителя, скажем прямо. Мне напоминает это робота из японских мультиков. Помнишь, конечно, Да, глаз хватает. начинка, надо сказать, на уровне. Эта машина разве что кофе варить не умеет. Климат-контроль, датчики дождя и света, система контроля слежения за полосой, адаптивный круиз-контроль, помощник при спуске и подъеме, подогрев передних и задних сидений, подсветка порогов – это лишь часть перечня. В нашей топовой версии бесключевой доступ в салон, огромная панорамная крыша и система автоматической парковки. Кстати, у машины есть и семиместная версия Family, но в следующем году кроссовер получит удлиненную базу, третий ряд станет уже полноценным. В виде семейного автомобиля вполне подойдет. Места много, на заднем сиденье довольно просторно и вольготно, поэтому для семьи с детьми очень хороший вариант. Фирменная для последнего поколения Hyundai струящаяся структура силуэта делает семейный автомобиль свежим, молодежным и даже немного агрессивным. Фары, капот, колеса – все это выглядит действительно здорово. Стоимость от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Мощность 198 лошадиных сил. Разгон до сотни за 10,1 секунды. Расход топлива в смешанном цикле на 100 километров 6,8 литра. Максимальная скорость 190 километров в час.
Модный, футуристичный и функциональный Санта-Фе рассчитан на молодые семьи, которые ценят практичность, но при этом не хотят садиться в откровенно скучный автомобиль. С вами была Анастасия Трегубова и программа «Москва рулит».